Так, ребят, короче, смотрели телевизор, я сейчас взял камеру, в общем, мы услышали шум, я решил, почему бы и нет, надо заснять, мало ли я увижу что-то такое, что у нас, в общем, сейчас какой-то стук идет из коридора, мы понять не можем, что это такое, сидим, короче, в ужасе, короче, в каком-то. В общем, включил камеру, сейчас пойдем посмотрим, что это такое и вообще. Вот мы вообще лежали, телек смотрели, короче. И там что-то произошло. Вы видели это? Ничего не видать. Слышите какие-то шумы? Не пойму, блядь. Сейчас, тихо. Вы это видите? Ай. Все, короче, все, переезжаем нафиг. Кто такие призраки? Говоря о них, многие подразумевают души умерших людей, которые появляются в нашем мире в видимом обличии. Кто-то верит в их существование, а кто-то, напротив, категорически отвергает это явление. В распространенном представлении призраки являются собой бледные образы с неясными человеческими очертаниями. Но действительно ли такие образы реально существуют? Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня у нас будет необычное видео. Кто давно смотрит за каналом, уже понял, что я скептик, и во все паранормальное и мистическое не особо-то и верю. В этом видео я хотел вам показать, как можно обмануть с помощью монтажа, наложить каких-то эффектов и вывалить это в свет, как будто что-то паранормальное существует. Мы очень много смотрели реакции, где нам предоставляли всякие мистические видео, в которых якобы там что-то шевелится, кто-то прошел, какие-то тени, какие-то НЛО, двигались стулья и прочие паранормальные активности. Сегодня я решил выбрать несколько роликов, которые я сам лично превращу в мистические. Но какие и сколько их будет, я вам не скажу. Ваша задача будет отличить и найти, какие ролики сделал я, а какие предоставляет нам интернет. Я отсниму весь процесс, как я это делал, как я монтировал, и покажу, естественно, вам ролики, как они выглядели до и как они будут выглядеть после. Так, ну что, давайте начнем. Так, ну что, мы сейчас найдем обычные ролики, которые мы ищем ежедневно в интернете, которые нас должны как-то напугать, там вот это вот прочее. Найдем мы их несколько штук, и также несколько штук я сделаю. Сколько я не буду говорить, естественно, специально для интриги, чтобы вы не понимали, какие могут быть мои ролики и в каком количестве они здесь будут. Все увидите в конце ролика, так что не переключайтесь, досматривайте и пишите комментарии обязательно. Возле магазина камера видеонаблюдения засняла странное явление. В соцсети видео попало от жительницы города. Под видео пишут, что скорее всего у камер плохие матрицы, а это всего лишь обыкновенная муха. Но автор утверждает, что ранее таких мух не попадалось, и снято это видео в один день, но в разное время. А что думаешь ты? Может это быть дефект камеры, обычный фейк, или это все-таки знаки с той стороны?
В одном из городов Америки женщина записывала видео о том, как много у нее багажа и насколько тяжелый чемодан. В этот момент из-за багажа появляется странный силуэт, похожий на тень, отброшенную от сумок и людей. Но если приглядеться повнимательнее, можно увидеть, что силуэт как будто похож на какого-то очень маленького гнома, который очень шустро посмотрел и спрятался. Со слов очевидца, при съемке она ничего не видела и заметила только при просмотре уже дома. Две девушки остановились в одном из отелей города. На первый взгляд, обычное, ничем не примечательное видео. Одна из девушек решила снять рум-тур по номеру. Но если посмотреть в замедленной съемке, кажется, что что-то пробегает быстро у кровати девушки. Пробегает так быстро, что едва можно заметить. Похоже на маленькую девочку, но никаких маленьких девочек в номере не было. И что еще важно, там стена, и она просто испарилась. В Китае блогеры решили пробраться в запустевший театр. Основная их миссия была посмотреть, что осталось с момента закрытия и насколько сильно могли его разворовать. Молодые люди смеются и шутят и пытаются на английском языке призвать какого-то духа девушки, но им никто не отвечает. Поднявшись на сцену, начало происходить что-то странное. За занавесом начали проявляться две человеческие фигуры невысокого роста. Но, заглянув туда, они никого не обнаружили и в ужасе покинули театр. А что вы скажете об этом? В сеть попало видео от очевидца. Молодой человек решил проверить видеокамеру. Выйдя в достаточно открытую местность, начал запись, не догадываясь, что за ним наблюдает нечто странное. На первый взгляд ничего необычного, но если замедлить видео, то можно заметить, что позади вдалеке, возле дерева, появляется силуэт. Как утверждает очевидец, возле дерева не могло быть человека. Но тогда что? И ко всему прочему, на следующем кадре этого силуэта уже нет. На камеру наблюдения в одном из бедных городков мужчина идет широко шагая, и вроде ему на все равно. Как вдруг за ним появляется теневая фигура, повторяя движение. Можно подумать на первый взгляд, что это обычная тень, но если приглядеться получше, то можно увидеть, что эта фигура все же движется немного по-другому, и в какой-то момент тут же исчезает. А какая у тебя версия на этот счет? В одном из городков Америки девушка давала интервью. Ни на что не отвлекаясь и ничего не подозревая, вдруг на заднем плане появляется образ. Увидев этот силуэт при монтаже, было решено залить видео в сеть. Видео набрало быстрая популярность, как и мнений. Кто-то говорит, что это чистой воды монтаж, а кто-то почти уверен, что это некий палочник, который может появиться абсолютно где угодно и когда угодно. А как считаешь ты? Ну что, друзья, увидели разницу?
Заметили, какое видео из этих сделал я, а какое было скачано просто с интернета? Если да, то прямо сейчас ставь паузу и пиши в комментариях, какое видео ты считаешь, что сделал я, а какое скачано тупо из интернета. Ну а я сейчас вам все продемонстрирую и покажу. Начать хочу с того, что, решив снять этот ролик, думал, что будет куда проще. Создать подставу и снять фейк-ролик с нуля куда проще, чем найти что-то в интернете, что будет напоминать о паранормальном и внедрить туда призрака или духа. В итоге пришлось, скрипя зубами, доделывать ролик и жертвовать неделей без контента на канале. В общем, те, кто не заметил, показываю. Ролик под номером 2 и 5 – это те ролики, которые я изменил. Ролик под номером 2 – это просто женщина, которая снимала поездку в Питер. Просто снимая все в подряд. Вот я решил, что смогу добавить движущую тень, а футаж взял просто из мультфильма. В пятом ролике, по сути, парень и правда тестил камеру, но сзади возле дерева это просто замыленный силуэт девочки с добавлением прозрачности. И подобран кадр специально так, что в одну сторону поворачивается парень-призрак есть, а в другую его уже нет. Ну а те, кто догадался сразу, большие молодцы. В общем, вот примерно такими способами можно завести в заблуждение кого угодно. Ролик в самом начале также был сделан для эксперимента. Добавить актерского мастерства и можно выдать за правду. Ты, мой друг, очень внимателен, если догадался, какие все-таки ролики сделал я сам, а какие ролики мы взяли все-таки из интернета. Но всем этим я хотел сказать лишь одно, то что увиденному доверять на все 100% не стоит. Да и на моем примере вы увидели, как можно на самом деле все это отмонтажить и предоставить людям так, как будто бы паранормальное существует. Обязательно оставляй комментарий под видео, смог ли я тебя убедить, что на самом деле где-то примерно в 99% случаев все это монтаж. Ну а 1% мы с тобой оставим на то, что мы не видели с тобой чего-то никогда. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.